Здорово всем, здорово всем. Продолжаем изучать Nakama Default, и в этом видеоролике мы поговорим о сетевом взаимодействии между клиентом и сервером. В прошлом видеоролике мы говорили о конфигурационном файле контейнера Docker, который разворачивал на основе него сервер Nakama и базу данных для этого сервера. А в этом видеоролике, также мы говорили о том, что где брать информацию, где находятся официальные источники, что полезно, что нет. Вот. А в этом видеоролике, как я уже сказал, мы поговорим о теории, о базе, а также я покажу просто, как добавить зависимости, в качестве зависимости несколько расширений, таких как Nakama клиент SDK и WebSocket. Расширение, которое необходимо Nakama. В общем, заходим в Game Project и в качестве зависимости вот вставляем сюда вот ссылочки. Ссылочки можете найти самостоятельно в поисковике, ввести WebSocket Default или клиент SDK Default. Но я беру отсюда со своих шпаргалок в Telegram-чате. Вот. То есть вот Nakama Default, SDK напишите. И Default WebSocket Xstation. И в поисковике введете, и если что, можете оттуда взять любую там версию, стабильную, нестабильную. Вот. Добавляю сюда и нажимаю Fetch Libraries. Да. Вот, он добавил несколько у нас папочек. Nakama — это клиент как раз SDK. То есть там описаны функции, API, с которым мы будем пользоваться при работе с сервером. То есть, например, создать сокет, создать соединение. Также здесь есть вспомогательные модули, которые позволяют нам, допустим, логи выводить, создавать уникальные идентификаторы пользователя, строку декодировать, кодировать в JSON формат. Вот, например, сокет здесь у нас есть. Какие-то всякие функции, например. Если зайдем на Nakama, здесь мы увидим, что здесь есть функции по созданию сокета. Здесь есть функции по... где это у нас? Функция... Ну, аутентификации, например, через Steam, через Google, через девайс. Там различные, в общем-то, полезные функции. Если нейросеть тупит, то... Там, не знаю, сигнатуру, например, функции. То есть она какой-то переменной вот... не знаю, вот название, допустим, Google убрал, забыл написать, да, смотрите сюда, вот, в эти файлы. То есть это источник, правда, для текущей версии. Так, ну WebSocket, он не нужен нам, вот, он необходим на Каме, ну как-то так. Сколько там времени? 3 минуты, хорошо. Теперь давайте поговорим о как раз теории. У нас для того, чтобы мы могли, вот мы создаем игру, да, мы создаем игру, и для того, чтобы мы могли играть по сети, нам необходим сервер, который будет, скажем так, источником правды для нас, истиной. То есть, если мы, например, будем отправлять какие-то данные ему, мы будем какие-то получать данные в ответ от него. И на основе этих данных мы будем нашу картинку в нашей онлайн-игре отображать. Вот. Так, прежде чем вообще... Так, упс. Смотрите, вот у нас есть, например, один компьютер, это сервер, другой клиент. На самом деле они могут вообще ничем не отличаться от друг друга. Единственное, чем они могут отличаться, это ну, кодом программы, да, и кто кем выступает. Например, у нас есть сервер. Сервер может, как и компьютер, быть физическим каким-то объектом. То есть вот я сейчас, например, использую компьютер, и если я захочу, например, создать сервер,
допустим, в Майнкрафте, и я запущу его, то у меня появится программа, и там будет запущен сервер, да. То есть сервер может у нас быть как компьютером выступать, да, и может быть как программой. А еще в этой программе сервером может быть объект. То есть мы пишем код, и там сервер может быть объектом. И у клиента то же самое. То есть, когда мы говорим о сервере и клиенте, мы имеем в виду, все зависит от контекста. Мы можем иногда, например, то есть иметь в виду, например, просто какая-то структура данных, которая является объектом, который обрабатывает запросы, либо сервером, клиентом, который отправляет запросы, например, да, и тоже обрабатывает какие-то данные, да. Также это может быть программа, например, да, вот, и компьютер. Давайте, то есть, например, смотрите, мы даже на стороне сервера можем не иметь даже экран. Мы можем просто удаленно к нему подключаться, да, и смотреть, допустим, через консоль, терминал, вот какой-то вывод. Например, вот у меня есть сервер Майнкрафта, да, и вот я вот к нему могу подключиться и смотреть через консоль, скажем так, какую-то информацию, да. Тут какой-то херобрин зашел, прикиньте. Вот, а клиент, в свою очередь, да, клиент, в свою очередь, он заходит, запускает игру, ярлык Майнкрафта, и он э, заходит там, например, сетевая вот игра, и здесь ищет сервера различные и заходит на этот сервер, да. И он подключается к вот этому удаленному, скажем так, серверу. Так, вот. То есть вы поняли, да? То есть клиент у нас это какой-то компьютер, либо какая-то программа, да, либо какой-то объект, который может подключиться к серверу. Вот. Такая модель взаимодействия компьютеров, программ, там, объектов называется клиент-серверная модель, потому что клиент в этом случае, он подключается к серверу. Вот. И есть еще другая вот модель, это peer-to-peer, это клиент-клиента модель, когда клиент выступает в качестве сервера и одновременно клиента, то есть они вместе обмениваются между собой данными. Вот. Они каждый является, скажем так, в какой-то степени источником правды, но при этом на самом деле клиент тоже может быть как бы и выступать сервером. То есть это разные вообще модели, я просто вам так сказал, чтобы вы знали, что есть другие вообще модели. Вот. Но в Nakama у нас в большинстве случаев мы используем именно вот эту клиент-серверную модель, просто сервер не всегда, скажем так, обрабатывает какой-то код на своей стороне. Ну, что я имею в виду? Предположим, у нас есть вот клиент-серверная модель. У нас вот это сервер, это Nakama наш. То есть Nakama сервер. Nakama сервер. Да? Вот даже вот так вот. То есть это Nakama сервер. А вот этот клиент у нас, это клиент дефолт наш. То есть это наша игра запущенная. То есть это клиент дефолт. И вот когда вот этот клиент подключается к серверу, то есть устанавливается соединение, да, а для чего мы устанавливаем соединение? Для того, чтобы обмениваться данными, для того, чтобы мы могли играть с другими по сети. Потому что если, например, вот этот клиент подключился к этому серверу, да, они могут обмениваться данными через вот этот сервер с друг другом, да, и таким образом друг другу через сервер пересылать данные. Вот. Могут, конечно, вот так тоже делать, но Nakama поддерживает только вот такой вот формат. И у нас клиент, он может отправить какие-то запросы, какие-то данные на сервер. Он упаковывает эти данные, вот эти данные, дата, в формат JSON. И он отправляет это серверу. Он также может отправить с этой информацией какие-то метаданные, опкод, то есть код какой-то операции, которую вот условно сервер и клиент понимают, и они понимают, что если, например, опкод, например, 1, например, да, предположим, это лобби обновлено, да, то есть лобби апдейта, да, то сервер поймет, что лобби обновлено, и нужно ему отправить информацию, да, а, о текущей информации лобби, какие там сейчас участники находятся, потому что какой-то человек вышел, или пользователь, точнее, ну, юзер вышел, да, и он отправляет уже клиенту новую информацию обновленную, респонс, и клиент у себя в игре, он обновляет эту информацию, то есть как вот здесь вот, например.
То есть вот здесь вот, сюда вот, например, да, мы нажали обновить, у нас клиент, вот клиент вот эта вот программа, да, клиент там, она отправляет на вот этот Майнкрафт сервер информацию, и до нее доходит, например, опкод обновить. И сервер присылает данные, кто сейчас в сети, там, сколько человек сейчас в игре, сервер доступен или нет. Например, до сюда вот он отправил, невозможно подключиться к серверу, потому что сервер, ну, отключен, видимо, да, недоступен. Вот, как-то так. И все эти данные упаковываются в JSON. И обмен происходит вот как раз вот этих вот JSON пакетов, да, скажем так. Так, что еще нужно сказать? Вот, с этим, я надеюсь, понятно. Если непонятно, то пишите в комментариях вопросы, вот, или в чатике задавайте. Вот, постараюсь ответить на них. Ладно, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Вот. До следующих видео.